Вы знаете, как в свое время Queen назвали киллерами группы Led Zeppelin, так меня сейчас, в последнее время, очень часто называют киллером некоторых эзотерических направлений, вы понимаете? Потому что я, к сожалению, наверное, я просто высказываю свою наработанную четкую точку зрения. Естественно, я со своей колокольни могу сказать о том, что где-то это может быть реально небезопасно. То есть не стоит, человек говорит, я провела обряд, вот недавно был такой разговор, женщина говорит, Андрей Андреевич, я хочу вам дать деньги и заплатить за обряд, как это называется, мужчину приворожить. Я говорю, хорошо. Я говорю, давайте рассмотрим вопрос этот более глубоко. Смотрите, вот этот мужчина, которого вы хотите приворожить, зачем он вам нужен? Вы не понимаете, его так сильно люблю, он этого не понимает, он тоже меня любит. Я говорю, хорошо, сейчас это выглядит так. Бог – это отец семейства. Он пришел с ребенком в супермаркет, где стоит кукла 4-метрового размера. А квартира такая, где живут 5 человек и собака, и негде поселить еще такую куклу. И после этого ребенок начинает кричать, я хочу эту куклу, отдай мне эту куклу срочно. А папа объясняет, послушай, я такую куклу не могу принести домой, нам негде будет спать всем, она не поместится просто. Эта кукла, она нам не подходит, она никуда не подходит. Если ее тебе дать, то и мне будет плохо, и маме твоей будет плохо, и всем остальным. Я ей сразу же говорю, скажи, у тебя есть мама? Она говорит, да. А дочка у тебя есть? Я знал, что есть. Она говорит, да, и дочка у меня есть. И вы живете все на квартире, которую ты купила за свои деньги. Да, за 30 тысяч долларов однокомнатную квартиру в городе Киев. Я говорю, молодец, слушай, сейчас... Если этот мужчина приедет к тебе, то будет как с этой куклой. Вот этот гармыдар займет все место. Неработающий, ругающийся, плохо ко всем относящийся. То есть, что произойдет? Кукла закроет все пространство. То есть, не будет хватать ни воздуха, ни хлеба, ни места, где спать. Ничего не будет хватать. Я говорю, понимаешь... Отец или Бог отец, он не дает тебе этого мужчину, это как вот в такую однокомнатную квартиру занести такую огромную игрушку. Из-за этого у тебя с ним ничего и не получается. Она говорит, нет, Андрей Андреевич, я его очень люблю. Я говорю, послушай, ты очень сильно его хочешь, а он, скорее всего, не хочет. Но ты должна у него спросить, хочет он или нет. Он хочет, он просто не знает, на него магия. Я говорю, тогда же это же другое дело. Конечно, на него магия, все магии мира. Я вам хочу сказать, что в делах любви маги не помощники, знаете. В делах любви маги не помощники. Даже любовь, ее можно подделать. А вот счастье на лице не подделать, вы представляете? Знаете, сколько я вижу якобы влюбленных, но абсолютно несчастливых? Вот печати эти видны сразу. Для этого даже интуиция не нужна. Знаете, когда приезжают на морской курс, мы друг друга любим. Я обычно говорю только одно и то же слово. Ну-ну. Почему? Потому что я понимаю, что дело только времени. У нас была такая история, молодая женщина, к ней приехал мужчина, и приехал ее забирать, чтобы увезти в Россию, там куда-то на север и так далее. И я уже с Соней жил, и мы отошли, и я говорю, она пусть едет, у нее хорошее будет становление. Но я тогда сказал, ты знаешь, ни она его, ни он ее абсолютно не любят. То есть у них этого нет. Почему? У них есть любовь на лице, они ее умело подделали. У них есть любовь на лице, они ее умело подделали. Но у них счастья на лице нет, понимаешь? Счастья нет, любви не надо, знаете, подделанной тем более. Вы знаете, со временем, в случае, если
два интеллигентных человека начинают встречаться, и у них нет любви, но они живут длительное время, там 10 лет, 12 лет, то потом у них любовь появляется сама по себе. Ее искоренить потом невозможно, она крепче любой другой любви. Поэтому я иногда даю такой совет: не стоит торопиться разрывать отношения. Знаете, не стоит их торопиться разрывать. Иногда их легче все-таки сохранить, приумножить, утеплить и сделать так, чтобы они были там добрыми, комфортными, мягкими и так далее.